As an artist and as an editor, you were sort of stuck in a difficult position because the periodical itself was not political. Your desire was really about extending the art and working on behalf of the artist. Да, нет, журнал, в принципе, был не политический. Не политический. Совершенно это видно по страницам. Can you talk a little bit about the art and the artists that you wanted to champion? What styles and what artists were they? Ну, вот мое поколение художников, мы начали с ничего. То есть мы не знали ни что делалось в русском искусстве в 20-е годы, не знали, что делается в западном искусстве сейчас. Вот, вокруг нас был этот социалистический реализм, который мы совершенно отвергали. Мы не хотели это делать. Перед художником стояла проблема, что делать, как делать. Потому что не было никакой основы, не было продолжения. Ну, обычно как-то это каждое время как бы на ступеньку поднимается выше. У нас не было этой основы, мы не знали, с чего начать. Максимум, что до нас доходило, это французское искусство начала XX века. То есть там Ван Гог, Гоген, Матисс, ранний Пикассо. Вот благодаря этой коллекции Щукина, которая была в Москве. Вот. И многие как бы стали продолжать эту линию. Вот. Те, кто более интересовался так, более серьезно современным искусством, они стали обращаться к американскому искусству. Но мы его знали только через журналы, какие-нибудь журналы. Это очень редко было, что такие журналы попадали к нам. Но если такой журнал попадал, то обычно собирались художники, переводили статьи, вот кто знал английский или немецкий, там, швейцарский, вот Кунстнахр, был такой журнал, вот он тоже доходил. Кто-то узнавал, что такое сюрреализм, кто-то узнал, что такое поп-арт. Вот. По каким-то маленьким кусочкам. So your training as an artist and what you were looking at in terms of the peer group that you were working with, you're really learning through looking at periodicals when you had the opportunity. That was somewhat of your formal training ground? Да, оригиналы я увидел, когда впервые оказался на Западе. Лихтенштейн, Энди Уорхол. Только там я это увидел, а до этого все было только на маленьких картинках. Больше того, русский авангард я впервые увидел в Париже, когда там делали выставку Пари-Москву. Вот, потому что здесь это не показывалось, здесь это все было спрятано. So you were seeing the small, probably black and white reproductions in the periodicals. When you actually saw the real art, what happened? Ну, конечно, изменился. Я впервые попал в музей современного искусства в Цюрихе, и там меня Лихтенштейн поразил. Картина называлась «Картофельное пюре». Как это пюре перевести? Это такая, мятая картошка. Вот, и с его точечками это было все сделано. Мне очень понравилось. So it was the color, the scale, the content were transformative somehow. Фактура, ну все это другое, конечно, другое все в оригинале. So with your periodical, Aya, was that something you aspired to for your artists as well, that the people that you were engaged with, that you wanted that to be extended to a world that wouldn't see their work otherwise? And hopefully when people would see the work in reality, they'd be surprised by it. Любой художник хочет, чтобы его работы кто-то смотрел. Ну как иначе? Magazines are aspirational, meaning that when we look at a magazine and we see a picture of a beautiful woman, we aspire to acquire the beautiful woman. When we look at art periodicals, it's about aspirations about learning about and acquiring art as well. And you saw your periodical like that too. Ну, конечно, в принципе, да. Looking at the magazine, it's the majority of the artists are men. What role did women artists play? Ну, мало было художниц. Вот Римма Герловина и Мастеркова, и кто там еще, ну еще там человек 5, не больше. Почему-то мало женщин было.
были мужчины больше. Рита Мастеркова тоже, но она критик, она писала. It was a small world, it was at that time. Can you tell us about what you aspired the influence of Hayat to be when you began publishing in 1978, and how you reflect upon that now? What do you think the impact was in the magazine in its entire history now that you look back upon it? Но вот, когда я начал, я думал прежде всего о художниках, которые здесь остались, в Москве. Вот. И им этот журнал очень помог, очень и морально, и морально, конечно, прежде всего. И в результате журнал остался как документ того времени, документ эпохи, и все, кто сейчас интересуется этим временем, они больше всего информации получают из журнала. Там больше всего авторов, сведений, картинок. Thank you. Спасибо большое.